Если бы не этот человек, то, возможно, словенцы сейчас разговаривали бы на немецком языке. Добро пожаловать на канал Словения с Хельга Уайт. И сегодня я расскажу, как словенцам удалось сохранить свой язык, культуру и свою идентичность. А все благодаря одному человеку, которого звали Франц Пришерн. Франц Пришерн родился в 1800 году в маленькой деревне Вырба, в фермерской многодетной семье. Но на самом деле его семья не была бедной. Это была зажиточная фермерская семья. Они смогли отправить своего сына на обучение в Вену, где он учился на юриста. Нужно заметить, что в то время Словения входила в Австро-Венгерскую империю, и государственным официальным языком был немецкий, а словенский вообще пытались запретить. Когда Франц Пришерн после учебы вернулся в Словению, он начал работать в Любляне в одной адвокатской фирме. Все свободное время он посвящал написанию стихов. И писал он в основном на словенском языке, пытаясь доказать, что словенский язык имеет право на свою самоидентичность. Перед Пришерновым днем привели сюда детей к памятнику Пришерна, чтобы пофотографировать и напомнить, кто такой Пришерн. Величайшая награда в области культуры называется Пришерновой. Раньше в центре города все было по-другому. Здесь ездили кареты, запряженные лошадьми, повсюду валялся конский навоз, и в воздухе тоже был жуткий запах навоза. А сейчас лошадей заменили велосипеды. Автомобили в центре запрещены. Нужно заметить, что Франц Пришерн не был простым человеком. Он жил в постоянном конфликте с собой, с обществом, с властями. Его знаменитая поэма «Здравлица» вообще была в те времена запрещена за вольнодумство. Но, кстати, когда Словения приобрела независимость в 1991 году, именно Пришернова «Здравлица» стала национальным гимном Словении. Он, кстати, как минимум 2 раза пытался утопиться в реке. Ой, по-моему, к нам бомж идет. Я привлекаю бомжей. Видео на память. Это же, кстати, человек очень похож на Франца Пришерна. У Франца Пришерна тоже были проблемы с алкоголем. Там не собирается тоже прыгнуть в реку. Сейчас люди пройдут. Сейчас мотоцикл проедет. Франц Пришерн был безответно влюблен в девушку Юлию, дочь знатных родителей. Памятник Франца Пришерна обращен как раз к окнам Юлии. В этом доме она жила со своими родителями. Мы сейчас находимся в Северном парке. Это район Бежеград города Любляны. Посмотрите, здесь такая интересная скульптура девушки с книгой. И позади нее установлены арки. На этих арках вы можете увидеть QR-коды. И если наведете свой телефон на QR-код, то можете почитать книги разных мировых известных писателей. Например, вот здесь по этому QR-коду вы можете почитать книгу «Война и мир» великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Франца Пришерна очень часто сравнивают с Александром Пушкиным. И это неудивительно, они были сверстниками, у них разница в возрасте всего лишь год. Но Франц Пришерн пережил Пушкина на 12 лет. Умер Пришерн в 1849 году в возрасте 48 лет в городе Крань, где он работал последние годы.
Интересный неподтвержденный факт – это то, что Франц Пришерн лишился девственности аж в 37 лет, в отличие от нашего Александра Сергеевича. Многие задаются вопросом, почему отмечают именно день смерти величайшего поэта, а не день рождения, как, например, в России отмечают день рождения Пушкина. Есть две версии. По одной из версий, это то, что когда человек только рождается, о нем еще никто ничего не знает, он ничего не добился, непонятно, кем он станет. Но некоторые люди добиваются настолько больших успехов в жизни, что когда они умирают, это становится потрясением для всех. По второй версии точно неизвестно, когда родился Франц Пришерн. То ли 2 декабря, то ли 3 декабря. И поэтому отмечают День смерти. Мне на самом деле нравится первая из версий. Друзья, если вам было интересно, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и оставлять свое мнение в комментариях. Пока-пока, до новых встреч! O vrba, srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta. Debuka žeja me iz tvojega sveta, speljala ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača vse, kar srce si sladkega obeta. Mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bil viharjev notranjih bi igrača. Zvesto srce in delano ročico, za doto, ki je nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Mi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točo mi pšenico, bi bližnji sosed varoval, svet Marka.